Перед началом этого видеоролика хотел бы вас всех поблагодарить за просмотр. Если вам это видео помогло, а оно поможет, я уверен, ибо проверил на своих подопытных в Дискорде и на себе лично. Не поленитесь, поставьте лайк и комментарий. А также, если ты не подписан, то ты знаешь, что делать. Подписаться и влепить колокол, соответственно. Всем привет, ребят. Я думаю, многие из вас часто встречаются с проблемами, связанные с пингом в играх. Именно пингом, не FPS, не перепутайте, пожалуйста. Когда тебя убивают в тот момент, когда ты уже забежал за стенку или тэпает постоянно на пару шагов обратно, или вовсе переподключает к серверу. Такое в основном происходит на серверах, с которыми у вас слишком большой пинг. То есть ваше фактическое местоположение слишком далеко от него. И пока вы связываетесь с сервером, часть пакетов просто-напросто теряется. И вы ощущаете проблемы с игрой. Иногда даже из-за этого может просаживаться FPS. Просто из-за того, что у вас слишком быстро прогружается та или иная точка в пространстве и одновременно сжимается. Ну, это и так понятно. Но есть такая игра, как Badlanders. И там с пингом просто бешеные проблемы. Ты можешь просто простоять минуту на открытом пространстве, и тебя забьет кулаками любой бомж. Ну или завалит тупо серыми патронами. И все из-за того, что у тебя банально пингануло. Так вот, позадалбывал я маленько разработчиков этой игры с этой проблемой. Видимо, какого-то чувака я уже действительно задолбал настолько, что мне банально скинул ссылку на игровой бустер. Что самое интересное, бесплатно. Хотя хз, насколько он там бесплатный. Но факт в том, что в игре Badlanders он пашет безотказно. И платить за это не нужно. Там еще есть целая тонна всяких игр, которые можно вполне реально забустить. То есть это не является каким-то там трояном или читом. То есть эта программа полностью официальна. Тем более, что эта программа не банальнейший VPN, который обычно пытается втюхить сторонние сайты, а именно Game Booster Ping. То есть это не VPN-ка. Вы не думайте, что я вам там сейчас впихиваю какое-то говно. Что она делает? Она не снижает ваш пинг до нуля. Она не ломает вам игру, показывая, что у вас типа, в кавычках, нулевой пинг. Она полностью стабилизирует вашу связь с сервером, который вы выбрали в той или иной игре. И выравнивает его до максимально оптимальных значений, исходя из вашего местоположения. Что самое интересное, проверка через все возможные антивирусники не дали никаких результатов. Так что про эта программа не троян, не червь, не вирус, не софт, ничего. Это просто именно Game Booster Ping. Просто создано, скажем, в помощь игрокам. Кстати, там можно еще купить какой-то VIP, но что-то меня не пускает на страницу покупки, я обкатать мне его так и не удалось. Программа совсем новенькая, так что я думаю, в скором времени все образуется. Сейчас, ребята, давайте перейдем к тому, как ее использовать, настраивать, ну и так далее и тому подобное. Ну, будем потихонечку в ней разбираться. В основном я уже ее обкатал. Я целый день с ней играл, и меня ни разу не пингануло, не выкинуло с игры, не было никаких переподключений. Пинг, такое ощущение, что у меня... Вот там указана цифра, в общем-то, 100 пинг МС. А по ощущениям, мне кажется, что там 30-40. Может даже меньше. Не, ну, в общем, где-то 30-40. То есть программа действительно работает. У меня в игре Badlanders постоянно, вот единственная огромнейшая проблема была в том, что я мог просто зависнуть на месте и так и простоять, где-то около минуты. И меня так часто убивали. Скажем, там, троих убивал, как вы видели сейчас на вот этом видео, которое я опустил по кругу. И вот так вот меня часто убивали. Но такая проблема у меня происходила каждый бой. То есть постоянно, вообще, каждый бой. После использования этой программы ни разу. Вообще ни разу. Давайте все же начнем разбираться с этими программами. У меня есть две версии. То есть первая, которую он мне скинул, была вот такого типа. Китаец. То есть я по сути не мог в ней никак разобраться. И в итоге нам пришлось немножечко поискать версию хотя бы переведенную на английский. Но в итоге мы нашли аж на русском. То бишь... Для того, чтобы зарегистрироваться, здесь нужен вообще WeChat или хотя бы там какой-то китайский номер телефона. Но это если регистрироваться в китайской версии. Но ссылочка у нас будет на русский. Ссылочку вы можете... да, кстати.
Ссылочку вы можете найти в описании. Я не буду ничего вырезать, чтобы не потерять общий контекст. Первое, что мы делаем, это просто запускаем WeChat, не WeChat, а этот бустер. Здесь нам всего лишь что нужно будет просто зарегистрироваться, то бишь настройки учетной записи. Единственное, что, вот видите, как я не могу почему-то сейчас поменять это все дело. Просто смотрите, вы сюда вот нажимаете, вот здесь будет кнопочка «Войти». Вы просто в него входите, скажем, лучше всего через Google аккаунт. Ничего страшного, если вы там его создадите, не посидеете. Все, мы вошли, скажем, через Google аккаунт. Вот как это сделал я, да? После чего у нас есть вот здесь вот целая тонна игр, которые мы можем использовать. Через Steam почти все. Для того, чтобы найти свою игру, вот смотрите, например, тут есть там бесплатно только первые 2 дня, да, там в Нараку. Или в этом Нараку там. Тут вообще 1,5 года бесплатно в какой-то Mission Against. Но это нам по сути не важно. То есть можно забустить почти любую игру, доступную на ПК или, скажем, даже на телефон. Поскольку на АПК тоже присутствует именно вот такая, ну, на телефон я имею в виду. Это программа. Мы вводим сюда вот в поиск нашу игру, которая нам нужна. Есть два вида, к примеру, Badlanders. Поскольку у меня основной канал по Badlanders, будем смотреть через него. То есть простой Badlanders, это который мы качаем просто на ПК, значит выбираем его. Если вы играете через Steam, нажимаем Steam. Все, мы его нашли. Она меня сразу запускает. Ну да, я же там настройки сохранил. Так вот, смотрите. После чего? Блин. Мы заходим сюда. К примеру, если у вас такая же фигня, типа какой забустить, мы нажимаем сюда. Вот смотрите, у меня сейчас запущен сервер North America, NA. Для того, чтобы сменить этот сервер, мы нажимаем переключить. И у нас тут есть два возможных. Это Software Asia, короче, SIA и NA. Мы просто выбираем SIA, и у нас бустится именно этот сервер. Я проверил, ребята, из игры лучше выходить. После чего, поскольку у нас игра через Badlanders, то есть смотрите, у нас пинг 188, улучшение 62%. То есть из вот этого пинга высчитываем 62%. В основном, когда вы играете, оно доходит где-то до 60%. И просто нажимаем «Запустить игру». У нас игра запускается. То есть, по сути, у нас здесь делим на 2. То есть, это основной пинг. То есть, не то, что там показывается в игре, да, а именно основной пинг, который у нас есть при соединении с этим сервером. То есть, у меня всегда пинг был 190. К примеру, вот. Сервер C у меня показывает 98 ms пинг. Сейчас она немножечко проглючивает, немножечко подрабатывает. Все, теперь оно заходит. Что нам требуется? Посмотреть. Да, вот все, оно наконец-то полностью прогрузилось. Смотрите сюда. Нам показывает, что у нас пинг 100. На самом деле в этой игре есть маленькая проблема. Да, почти во всех играх такая фигня. Она всегда показывает неверный пинг. Сейчас не смотрите, это что на 280 шлепнуло, это стандартная процедура. Все, оно у нас сейчас выйдет до соточки. То есть улучшение у нас на 64%. Я вам хочу сказать, что это улучшение, оно реальное. То есть без глупостей. То есть у вас пинг улучшен на 61% от того, который у вас был изначально при подключении. У меня сейчас соточка будет ощущаться где-то как 30-40. Это я вам гарантирую. Плюс никаких вылетов или что-то в этом роде. После чего? Ну, я ж не буду вам показывать, как скачать эту программу и так далее. Или все-таки показать для особо одаренных. Скажем, у меня вот ссылочка. Я захожу. И вот тут есть Download Free. App Download. Это на компьютер. Эта же программа присутствует и на телефон.
Давайте переведем, чтобы всем было понятно. Мне как бы не мешает. Вот в Дискорде у них есть Дискорд. Кстати, тут можно даже на русский переключиться. Сайт максимально сырой. Он сделан, скажем, на скорую руку. Поскольку это... Так вот, смотрите. Оптимизированная глобальная сеть. То есть улучшает ваше соединение независимо от того, где вы находитесь и на каком сервере играете. И это по факту. Это не VPN, ребята. Это просто оптимизация. Многоузловые соединения. То есть направить пакеты данных по оптимальному маршруту, гарантируя стабильность соединения. И это факт, оно так работает. То есть если вы немножечко почитаете, плюс если посмотрите отзывы, вы поймете, что это все дело работает. На Европе пинг что там всегда выше 120, а азиатские сервера всегда скачет пинг по настроению провайдера. Ну да. Теперь каждый день стабильно пинг около 40-50. И это факт, ребята. То есть вот эти комментарии, которые там есть, я не могу почему-то их прочитать. Ну, это ничего страшного. Но по факту эта программа полностью рабочая. Причем она максимально простая. Все, что вы делаете, это просто находите свою игру. Скажем, даже вот вводим CSGO. Вот, пожалуйста. Находим. Подождите секундочку, я отключусь. Да. Вот. CSGO. У нас есть Азия, USA и Европа. Выбираем просто сервер, на котором мы играем. И все. После чего нажимаем просто запуск. И все, в этом проблем никаких нет. Программа максимально простая, сделана просто для самого дурачка. Но это по факту. У меня, конечно, Counter-Strike 9 пинг, но в любом случае, вот, к примеру, Badlanders мне нужно было это сделать. Просто банально пробустить его. Мне дали эту программу и, пожалуйста. Единственное, что проблема. То есть у нас имеется только 4 игры, которые нужно там забустить. Если мы купим типа прем, там у нас будет больше, плюс скорость выше. То есть сейчас он мне дает там прогрузку 60%, а если я куплю себе випку, оно мне будет давать типа 120-150. И что самое интересное, это не надурилово. То есть они не дурят нас. Это по факту является правдой. Сам обкатал, сам знаю. То есть это не реклама самой программы. Это именно видео для тех, кому нужно реально стабилизировать пинг. Вот оно. Вот она программа. Я там отключался, понятное дело. Сейчас она мне немножечко стабилизнет. Ну, не факт. Я вам еще покажу пару боев, которые я сделал. Скорее всего. Я вообще хотел сюда вписать водные бои. Но так и не нашел боя, просидел здесь где-то полчаса, пытался показать вам, как это работает. Но говорю сразу, все попадания регистрируются 100% вероятностью. Нет такого, что у вас что-то там не зарегает. И совершенно никаких проблем с пингом у меня больше нету. Совсем. Напрочь. То есть, ребята, пожалуйста, юзайте. Это очень классная темка. Ссылочка на эту игру в описании. На это приложение в описании. Заходите и юзайте. Там без каких-либо промокодов, типа всякой этой херни. То есть именно вот по факту. Если хотите поддержать ютубера, который вам все-таки дал эту программу для буста вашей игры, в которую вы играете, бустит она только пинг. FPS она не бустит. Просадки, связанные с пингом, она тоже пробущивает. Так что все нормально. Если хотите поддержать, то поддерживайте исключительно на стримах. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео и оставить комментарий, хотя бы банальное спасибо, чтобы я знал, что это видео действительно было полезно для вас. Можете даже поставить спасибо после того, как вы поюзаете эту программу. Игр здесь, сами видите, дофигище, более 2000. Я постараюсь в описании, конечно, оставить там. Близзардовские игры поддерживают все. То есть поддержка вот этих всех игр тут присутствует. И это важно. То есть тут можно забустить также Rust, Ark Survival, Fortnite, Days, PUBG, Escape from Tarkov даже бустится. Left 4 Dead, кстати, очень важная фигня, потому что я в него тоже играю. На рака. Ребята, пользуйтесь. Все, что требовалось, я уже вам показал. Я же вам говорю, программа максимально простая.
Я ж ничего не забыл, да? Все, что делаем, просто подключаемся к аккаунту. Максимально банально. Просто входим и вот сюда вот вводим название своей игры и просто нажимаем Boost. Все. Вам ничего не надо. Единственное, что вам бустить нужно определенный сервер, на котором вы играете. Спасибо за просмотр, ребят. До встречи в следующем видео.